Прошлое и настоящее питерских коммуналок. Это вторая серия проекта «Коммунальная столица». Массовое уплотнение богатых квартир началось в Петрограде сразу после революции, а уже в 2020 году появились специальные тройки по уплотнению. Эти ленинские тройки отличались особенным рвением. День и ночь, рыская по богатым квартирам, они высматривали, не осталось ли у кого лишнего квадратного метра. Общее собрание жильцов нашего дома просит вас добровольно отказаться от столовой. Булгаков в своем «Собачьем сердце» очень точно описал, как это было. Приходили люди, стыдили, запугивали. И где же я должен принимать пищу? В спальне. Прототипом профессора Преображенского был выдающийся физиолог, лауреат Нобелевской премии Иван Павлов. Объединяют двух ученых не только опыты над собаками. В квартиру Ивана Петровича тоже часто являлись чекисты. В июне 2020 года рассерженный Павлов грозился уехать из страны. И тогда Ленин лично распорядился создать все условия для нормальной работы физиолога в виде исключения. И это была та самая бумага, которую в «Собачьем сердце» требовал профессор Преображенский. Окончательная бумажка. Фактическая, настоящая броня! Вот классический пример такой брони. Цитата. «Председателю Совкомхоза товарищу Михайлову. Отдел управления Петроградского совдепа просит вас делать распоряжение о невселении в квартиры вышеуказанных литераторов. Федор Сологуб, Дмитрий Мережковский, Александр Блок, Корней Чуковский, Иван Манухин». Понятно, что после такого письма никого из этой пятерки не тронули. По старой русской традиции, избежать процедуры насильственного уплотнения в Красном Петрограде могли только те люди, у кого были высокие властные покровители. Дверь откройте, пожалуйста. У вас в квартире, насколько мне известно, нестандартная ситуация складывается. Правильно? Правильно, да. Жильцов этой квартиры участковые навещают раз в неделю. Здесь нет уголовников, нет пьяниц, просто банальная несовместимость характеров. Уже 19 лет. Я так понял, что между вами просто острые неприязненные отношения. Понимаете, в связи с чем они могли чувствую возникнуть? не то, что я ее ненавижу, понимаете, такого нет. Она мне просто неприятна, как человек, который способен на подлость. Геннадий Волков ютится в одной комнате коммунальной квартиры вместе с женой, 2 детьми. В этой же комнате жила и его мама, тяжело больная. Она умерла в 2010 году. 2 другие комнаты занимает одинокая соседка. Геннадий в этой квартире вырос, и когда в 2006-м он, военный летчик, приехал в отпуск, в ванной комнате и случилась история, с которой все началось. И вот я прихожу, раз, душ закрыт. Понимаете? Я пошел, мне надо идти, общаться с людьми, мне надо быть чистым. Я как раз привык. Я пошел мыться в этот, как он называется, на кухню, в раковину. Она выходит, говорит: что такое? Ты не имеешь права здесь вообще ничего, не мыть ничего. Я стою, и она все вот так, знаете, сама себя как бы возбуждает, и вот так, начинает вот так напрыгивать на меня. Брызги эти слюны, вот такие бешеные глаза, но мне неприятно. Что делать так стоять? Я беру, вот просто взял в лицо этот, как он называется, горсть воды набрал, в лицо брызнул, придет в себя. Это наоборот, как это, масло на сковородку, понимаете, начала меня бить кулаками. Я вот, знаете, схватил его за предплечье вот так. И вот так вот раз вывожу из этого, как он называется, из ванны. Вот смотрите, его что случилось потом. Отпускаю ее, думаю, все, понятно, что уже предотвращено, хотел уйти. Только опустил я руки, она вот так сгибается. Смех, конечно, я в тот момент даже вообще ничего не понял. Вот так сгибается, начинает меня вот так бить, понимаете, кулаками, как боксер. И ногами пинать. Я такой, говорю: ты чего, вообще что ли охренел? Он просто вообще обалдел от этого, понимаете? Понятно, это бытовые конфликты. И все, потом, я быстренько закрылся, и все. Потом, бац, вечером человек приходит с гипсом. Соседка подала в суд, дело передали на разбирательство в военную прокуратуру, но оно было прекращено ввиду отсутствия состава преступления. Геннадия оправдали, но его репутация безупречного офицера ВВС оказалась сильно подмоченной.
1921 году вышел закон о демуниципализации жилья, то есть большевики вернули жилье владельцам. Впрочем, создавая этот документ, власти заботились вовсе не о психологическом комфорте граждан. Цели были гораздо более утилитарные. Документ из архива. Это отчет о санитарном состоянии одного из уплотненных домов. 1921 год. Я процитирую. Водопровод во всем доме не действует, уборные не действуют. Мусорные баки и люки переполнены. Жильцы этого дома должны быть немедленно выселены. Конец цитаты. Вы, конечно, можете подумать, что речь идет о каком-нибудь заброшенном бараке с рабочих окраин. В том-то и дело, что нет. Дом-памятник. Большая морская улица, номер 6. Отсюда до Зимнего дворца 200 метров. Там обитали беспризорники, которые, в частности, занимались ловлей кошек и обдиркой шкур этих кошек и продажей на рынке. Власти видели, что город рушится изнутри, что дом, лишенный хозяина, уплотненный кем попало, обречен на скорую смерть. Но денег, чтобы принять меры, нет. И тогда, видя всю безысходность ситуации, большевики начинают первую антикоммунальную кампанию. Журнал «Жилищное дело», цитата. «В коммунальных квартирах незаметен запах жаркого, вкусного пирога, все это заменяется ароматом близлежащей уборной. Места общего пользования в коммунальных квартирах приходится заколачивать. Вывод напрашивается сам собой. Коммунальные квартиры при существующих условиях – зло». Конец цитаты. Из материалов о результатах исследования коммунальных квартир, 1926 год. Правда, каялись большевики недолго. В оттаивший за время НЭПа Ленинград потянулись люди со всей страны, которым коренные питерцы тут же придумали общее прозвище, независимо от того, кто откуда приехал. Одеколон, то есть Одесская колония. Одеколонов нужно было где-то селить, и в подавляющем большинстве случаев их первым адресом становились комнаты в уплотненных коммуналках. Тенденция, уходящая корнями в 20-е годы, сохранилась до сих пор. Город-герой Ленинград. Вот одеколон середины 80-х. Шевчук Юрий Юлианович. Я не знал, что такое коммуналка, хотя я по молодости много где жил. И под мостами жил, и на крышах, но и в нормальных квартирах родительских. Юрий Шевчук устраивался в Петербурге без чего-либо покровительства. Сам, как мог, повидал многое. Работал дворником, кочегаром, ночным сторожем, мыкался по знакомым и по съемным углам. Самая первая коммуналка в комнате мы снимали с Эльмиркой, а это была комната 3 на 3 метра. Коммуналка была у бабушки одной, я жил. И когда мы с Эльмирой тоже были в ванной, она все время мне устраивала выговор с дикими вопросами, приставала: чем это вы там моетесь, молодой человек? У меня на стене после мытья вашего ванны выступает ядовитая плесень. И я начинаю задыхаться. И она каждый день вызывала ментов. Да. Черный пес Петербург, морда на лапах. Да, подвалы, бомжи. Мечта о собственной отдельной квартире была в то время для Юрия абсолютно несбыточной. Поэтому, когда появилась возможность купить комнату, Шевчук с женой Эльмирой были абсолютно искренне счастливы. Вот эти 2 окна моей комнаты, 20 метров. Да, вот здесь Юрий Ильич прожил 10 лет. Здесь родился, был зачат ребенок мой Петя. Кроме семьи музыканта, в этой комнате практически поселилась вся рок-группа ДДТ. Все друзья сюда заходили, стучали в окно. Если они стучали колбасой, то я был очень рад. Как и в некоторых старых коммуналках, в квартире Шевчука на Синопской набережной горячей воды не было. Как и во многих старых коммуналках, не было ни ванной, ни даже душа. У нас тут был туалет, ну вот на первом этаже, сейчас там другие люди живут. И этот туалет, он стоял на земляном полу уже просто. То есть уже за нами была уже земля. Вот. И сосед, мой Саша, устроил душ.
в этом туалете и ты становился в унитаз, потому что вот такое пространство было, в унитаз, и поливал себе душ. Мы страшно радовались. Это новейшие технологии. Душ да унитаз. Вот моя соседка, здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Вот, мы снимаем кино о коммуналках. Ну, наконец-то выселят скоро, дай бог. Юра, это, знаешь, там это очень сложно все. Это, вот пусть лестницу нашу снимут. Заодно. Да, очень сложно. Да, тут еще остались жители, которых вот до сих пор не могут расселить, да. Этот дом находится под расселением, а пока за него бьются инвесторы, ремонт не делается, крыши протекают, разрушаются лестницы, а люди продолжают жить, сталкиваясь на коммунальных кухнях день и ночь на виду друг у друга. Ну как люди в лагерях сидят? Тоже все на виду. Или в камере в крестах. Там 20 человек на 6 мест и одна параша. Ну и что? Вот так вот, примерно так, только без милиции у входа. Примерно так и жили. Но жить-то надо. В августе 1927 года правительство Сталина издает, наверное, самый свой гуманный указ – право на самоуплотнение. Владельцы квартир должны потесниться, но они получают право самим выбрать новых соседей. Весь город встал на уши в поисках квартирантов. Только бы отыскать людей поприличнее. В то же время многие сообразительные граждане тут же воспользовались ситуацией. Сами предлагали себя в качестве жильцов в лучшие дома Ленинграда. Моя мама ходила вместе со своим мужем по квартирам и смотрели, где бы удобнее было поселиться. У мамы в то время были слабые легкие, и он еще выбирал, что нет, здесь очень сумрачно, нет, здесь сыро, нет, здесь первый этаж и так далее. В итоге мама и отчим Алексея Покровского поселились в просторной квартире знакомого профессора, удачно воспользовались правом на самоуплотнение. В 1927 году, как раз на волне самоуплотнения, официально прописалась в фонтанном доме Анна Ахматова. Анну Андреевну прописал к себе гражданский муж Николай Пунин. Но так получилось, что уплотнила она не только своего возлюбленного, а еще и всю его семью, живущих в этой же квартире его жену и его дочку. Понятно, что отношения между женщинами, мягко говоря, были напряженными. А что делать? Коммунальная квартира. Но даже сомнительное право на самоуплотнение было не вечно. Оно длилось всего 3 недели, и те, кто не успел им воспользоваться, горько об этом пожалели. Коротенькая волна самоуплотнения сменилась эпохой уплотнения насильственного. В результате на одних кухнях и в одних коридорах оказались люди, не понимающие и ненавидящие друг друга. Для многих и многих ленинградцев соседи стали настоящими врагами. Ходили списки даже, я вам могу сказать, списки, как убить соседа по коммуналке, и тебя за это не посадят. Этот список был сочинен еще в 20-е годы, когда начались коммуналки. Ну, наверное, способы умерщвления, убийства соседов я не буду рассказывать, но есть настолько простые и настолько просто действительно никакой следователь никогда не поймет, что ты отравил всю соседнюю семью. Это точно, это я помню, да. Я предлагаю химическую оборону сероводород. Фильм «Гадюка» снят по скандально знаменитой повести Алексея Толстого, написанной в конце 20-х годов. Повесть основана на реальных событиях, и читатели без труда узнавали в героях книги собственных соседей. Главная героиня Ольга Зотова. На нее ополчилась вся коммунальная квартира. Ее не принимают, ее осуждают, о ней распускают слухи. Зотова затравлена соседями до такой степени, что стреляет в одну из соседок. Нервы не выдерживают. Эта женщина, закаленная гражданской войной, прошедшая огонь и воду, пройти испытание коммуналкой не сумела. О столкновениях между соседями в коммунальных квартирах, несмотря на жесткую цензуру, писали многие современники. Некоторые даже с юмором. Например, Михаил Зощенко. Рассказы Михаила Михайловича очень любили на Западе. Правда, там все искренне считали, что эти огромные квартиры с одним туалетом на 100 человек талантливый писатель просто выдумал. Но действительно, кто на Западе мог подумать, что в стране, власть в которой захватил пролетариат, большинство пролетариев продолжают жить просто в нечеловеческих условиях. Вот он начал брызгать на меня, значит, водой, обзывать тут все это, потому что мне надо было домыться, я должна была девочку встретить, маленькую девчоночку. Вот. И он стал специально закрывать вот так вот дверь, а я стояла вот здесь. Я, естественно,
как бы он меня попытался вытолкнуть, и у меня нога, и он начал мощно вот так вот закрывать, и у меня прям вот так вот все это. Раз. Представляете? Это та самая квартира на 11-й линии Васильевского острова. Соседка Ирина Неровная утверждает, что Геннадий во время конфликта в ванной комнате сломал ей палец на ноге. Вскоре после того, как военного летчика признали невиновным, она подала в суд новое заявление. И это второе уголовное дело Ирина Дмитриевна выиграла. Понятно, что теперь в квартире находиться соседям рядом друг с другом просто уже невозможно. Вот, смотрите, видите? Вот она даже видна, демаркационная. Вот это мое чистое, хотя кричат, что я гажу. Вот это все мое. Вот уголочек чистенький такой, красивый. Вот это все, это вот он. Вот это демаркационное, это якобы вот это все. Вот она прям видна, все смеются и говорят, а что это такое, такое разделение? И вот посмотрите, вот якобы здесь они не ходят, поэтому здесь они не моют. Он моет вот там. Потом вот здесь он часть, он даже, видите, стену, он мыл здесь, а это как будто бы я отпачкаю. Понимаете, но я не стала уже, это тоже, зачем мне это надо? Ирина Неровная утверждает, что сосед ведет себя неадекватно. Например, что военный летчик собирает с пола мусор и вываливает ей на кухонный стол. Это вот он подметает это тряпкой все, и сюда стряхивает тряпку. Правда? Весной 2010 года соседка снова подала на летчика в суд. Доказательства его вины она собирала очень тщательно. Воровка и уже свидетельница. Воровка и уже свидетельница. И никогда не откажусь от слов своих. Никогда. Сегодня 25 декабря. Было 23 часа 15 минут. В 1928 году больше трети всех судебных процессов – квартирные разборки. Коммунальные хозяйки делили территорию, печки, примусы. Очень часто не могли поделить мужчин. Советское правительство честно пытается навести порядок, но в лучших традициях конца 20-х годов дальше написания циркуляров дело не идет. Вот роскошный документ. Правила о внутреннем распорядке в квартирах и домах. Вдумайтесь, людям предписывалось, как им нужно вести себя в собственном доме. Абсурд, конечно, но время было такое коммунальное. Итак, в коммунальных квартирах недопустимы попойки, угрозы расправиться, пользуясь служебным положением, недопустимо учинение всяких пакостей, ну и так далее. Такие вот правила печатались каждый год, и в них до бесконечности добавлялись все новые и новые пакости, которые в отношении друг друга придумывали соседи по коммуналкам. К сожалению, эти правила имели побочный эффект. Они давали зеленый свет непорядочным людям. Семью бывшего царского офицера Аполлона Любовского уплотнили всего-то одной супружеской парой. Но этого хватило. Муж работал в НКВД, а жена была интересная женщина, молодая, но ей Аполлон нравился, вообще-то говоря. А Аполлон – 0 внимания. Новая соседка втайне начала оказывать Аполлону недвусмысленные знаки внимания. Он отказал и поплатился за это по полной. Я не хочу их видеть. Муж, работник НКВД, может быть, Большого дома, ну, там что-то такое написал или сказал. Это было очень просто. Приехал Черный Ворон, и Аполлон оказался в Большом доме. Аполлона арестовали весной 28 года. Больше его никто никогда не видел. То, что виной тому коммунальные разборки, родственники несчастного офицера узнали очень скоро. И однажды этот товарищ, ну, немножко под парами, так скажем, пришел, каяться, именно каяться. Говорит, вы знаете, мне так тяжело, вот прямо его слова, что я наговорил на Аполлона, и вот он расстрелян, он уже расстрелян.
В начале 30-х стучать стало правилом хорошего тона, главным способом решения проблем. Коммуналки на долгие годы стали центром доносов, сплетен, компромат при желании. Можно было найти на кого угодно. В комнату, примыкавшей к кухне, но это была большая комната, и был кабинет моего отца, вселилась семья, муж, жена и 2 мальчиков, которые, в общем, вели себя. Я помню, что они меня часто били. Но несчастье заключалось не в этом, а в том, что отца Нади Симиной стали часто арестовывать и держать в тюрьме месяцами. Его ночью привели, и я обратила внимание, что мой молодой папа, которому было, наверное, лет 35-37, он был без зубов, и мы, видимо, зубы выбили. Он бросился к буфету и стал из него хватать из варенья есть. Следователи прессовали ее отца, чтобы он признался, где прячет оружие. Именно таким был донос соседа. Скорее всего, дело закончилось бы лагерем или расстрелом, но однажды отцу просто повезло. Попался очень хороший следователь, который сказал моему отцу: «Вам надо поменять жилье, на вас пишут донос». Доносы переживут сталинские времена. Даже будущий народный артист Союза Эдуард Хиль в начале 60-х умудрился стать жертвой анонимок. Правда, на это у соседей были более чем веские основания. На меня писали, что вот я мешаю простым советским людям жить и отдыхать после работы, потому что я иногда пел. Такие люди были. Придешь, а вашу рыбу там или мясо могут съесть. В коммуналку, которая до революции целиком принадлежала родителям жены, молодой актер переехал в 1962 году. Существовать бок о бок с новыми хозяевами жизни старым хозяевам квартиры было очень непросто. Когда человек приходил, как говорит, выпивший, что значит нельзя? А я хочу, я рабочий. Понимаете, мне все можно. Мы власть взяли для себя. Вот и все. И как с ним разговаривать? Берет топор и гоняется за другим человеком с топором. Переживания Эдуарда Анатольевича давно в прошлом. Из нехорошей квартиры он уехал 40 лет назад. Но у него нет иллюзий и по поводу современных коммуналок. А думаете, сейчас этого нет? Вы думаете, сейчас другие люди? Понимаете, вот то, что мы видим, и когда мы идем, я не знаю, там, к Достоевскому, это все сидит в русском человеке. Вот эта страшная вражда, ненависть и огромнейшая любовь. Он все отдаст вам, последнюю рубашку. Но попробуйте вы его тронуть чем-то. Он убьет вас, задушит. Это вот русский человек. Вот я выхожу, да? Человек действует, начинается. Более того, если я здесь, значит, не получаю, что не подойти даже сюда бывает, да? Начинается фу. Все, сюда заходится, это постоянно, изо дня в день и в день по 1000 раз. Это все подтвердят. Давайте так, туалет, этот спектакль мы остановим сейчас. Все. Я просто предлагаю, давайте смотрите, 7 часов. Снимать ничего не буду. Стою, это как называется, утром кушать. За какая необходимость вам вставать в 7 часов утра? Какая? Объясните мне. Подождите часик, вы же пенсионер, вы не работаете. Сейчас и объясню. Не будете работать. Сейчас объясню. Давайте, хорошо, режим со мной. Вы встаете в 7 часов, выходите в 7:20. В 7:20 я буду вставать, делать свои дела, и мы расходимся, даже не встречаемся. Так. Давайте так. Давайте я объясню. Сейчас объясню. Стою я очень редко в 7 часов, когда мне действительно нужно. В основном я просыпаюсь рано, но я не выхожу. Это клянусь здоровьем своей. Зачем вы обманываете людей? Мы предложили соседям из квартиры номер 6 встретиться на кухне, чтобы они попытались договориться. Ничего не вышло. Если мы не хотим теперь сейчас, послушайте зачем? меня. Я встаю, и она встает и бегает вокруг меня здесь. Ну зачем это? По законам любой западной страны таким соседям вынесли бы предписание держаться друг от друга подальше. Метров так 500, не меньше.
Но попробуйте провернуть такое в условиях коммунальной кухни. Я все прощу, что я знаю нехорошего и что я испытал. Единственное, что неровная должна снять с меня вот это лжедонос и лжесвидетельство, что я совершал преступление против нее. Понимаете? У меня ни злобы нет, ни обиды как таковой. У меня есть одно желание – не замечайте, пожалуйста. Со стороны ситуация выглядит тупиковой. Ирина Неровная утверждает, что мечтает только об одном – чтобы сосед оставил ее в покое. При этом сейчас она собирает новые доказательства, чтобы подать на него в суд. А это, кому угодно понятно, еще больше осложняет ситуацию, и без того тяжелейшую. Геннадий Волков говорит, что предъявленные ему обвинения в клевете и оскорблении достоинства от начала до конца вымысел. Так они и живут. Расставаясь в зале суда, они возвращаются на свою коммунальную кухню и вынуждены день за днем, с утра до ночи, терпеть друг друга. Замкнутый круг, в котором несчастные соседи по коммуналке сосуществуют уже 20 лет. Ситуация эта с коммуналками разрешится только тогда, когда их все расселят. Потому что люди-то уже 21 век, они живут скучно. У всех какие-то желания, амбиции, хотения, возможности какие-то не исполнены. А тут они сидят вот так вот, как огурцы в банке в этой коммуналке. Специально для нашего проекта социологи Петербургского университета провели опрос среди жителей коммунальных квартир. 10% петербуржцев ответили, что они, цитирую, живут в состоянии непрекращающихся конфликтов с соседями. Каждый 10-й конфликт в коммуналке заканчивается вызовом милиции. Так что невеселая история наших героев с 11-й линии Васильевского острова, к сожалению, типична для нашего города. Это был проект «Коммунальная столица». 2-я серия. Продолжение следует.